Привет! Привет. Сегодня пердю. Ого. Но не спешите переключаться на другой канал. Будем готовить одну из версий знаменитых французских тостов пан пердю. Будем делать панеттоне пердю. История возникновения этих французских тостов проста. Это способ утилизации черствого хлеба. Пердю потерянный. Пердю, да, потерянный, зачерствевший хлеб. И версий этого самого пан пердю существует очень много. Готовят и бриош пердю, и панеттоне пердю. Сегодня как раз вот панеттоне и займемся у нас. Послерождественское время, и в это время у нас буквально за копейки повсюду продают панеттоне, пандора, и невозможно устоять, невозможно не накупить. Мы вот, собственно, всяких разных набрали. И это еще не все. И реально это стоит очень недорого сейчас. Домашние, кто-то там напишет, гораздо вкуснее. Согласны. Но когда это продается вот так вот, отдается буквально за даром, итальянская выпечка, да, это настоящие итальянские панеттоне, повторюсь, невозможно устоять. Поэтому мы всего этого набрали. Что-то даже порежем кусочками и отправим в заморозку, чтобы можно было готовить эти самые панеттоне пердю, не отказывая себе в удовольствии, когда захочется. Ну и научим вас, как это делать сегодня. Дуся. Еще хочешь научиться. У нас здесь контроль. Сейчас кто-то там напишет: «Кошка на столе!» Кошка, ты на столе. Им, кстати, сегодня 5 лет. Можете писать поздравления. Сдвигаем все. Вместе с кошкой. Вместе с кошкой, да. Кошка, давай со стола уже. Начатый панеттоне. Сейчас нужно будет порезать. Так, а где мой нож? Вот он, мой нож. Вот такие кусочки. Не сильно тонкие, не сильно толстые. Тебе будет 3 кусочка, а мне 2. Такие аккуратные кусочки. А это у меня с математикой проблема или у тебя? Ты сказал мне 3, себе 2, отрезал только 3. Нет, я имел в виду тебе 2, а себе 1. В общей сложности 3. Да. С математикой проблемы у меня. Панеттоне нарезали. Можно немного подсушить его в духовке или в аэрогриле. Я не буду. Мне хочется оставить его максимально нежным. Берем какую-нибудь форму или чашу. Желательно не сильно глубокую. Вот я беру форму для выпечки. Туда сразу в форму молоко. Я скажу вам и об основных ингредиентах, которые можно использовать, и о дополнительных, которые я люблю добавлять для того, чтобы сделать панеттоне пердю еще вкуснее. Помимо молока, мне нравится добавлять немного сливок. Можно, еще раз, обойтись только молоком, но со сливками получится гораздо вкуснее. Бульк. Яйцо. Обязательно нужно использовать ваниль. Это может быть ванильный экстракт, ванильная паста, стручок ванили. Можете взять ванильный сахар. Я использую ванильный экстракт. Ванильная ложка. Вот прям пару чайных ложек ванильного экстракта. И совсем немного, так как панеттоне это сладкая выпечка, сахар здесь можно вообще не добавлять, или добавить совсем чуть-чуть для такой дополнительной карамелизации. Теперь мне нужен венчик. И все это хорошенько венчиком или вилкой перемешиваем. Не взбивать, просто перемешать. Просто перемешать, чтобы там все это превратилось в абсолютно однородную смесь. Когда все перемешали, это тоже дополнительный ингредиент. Я добавляю немного темного рома или коньяка. Чпок. Добрый вечер. От алкоголя здесь в результате ничего не останется. Точнее, останется аромат, да, и такой более интересный вкус. И теперь с ромом уже все это окончательно перемешиваем. И вот теперь аккуратно складываем туда кусочки панеттоне, которые должны всем этим там хорошенько напитаться. Вот их переворачиваем туда-сюда. Аккуратно, потому что панеттоне очень нежные кусочки эти. Вот со всех сторон нужно все это добро впитать. У меня здесь много достаточно жидкости получилось, поэтому мне требуется еще один кусочек. Еще один панетточек. Еще один панетточек, да. Теперь это все хорошенько здесь пропитается. И со всем этим добром и с сахаром мы элегантно передвигаемся в сковородку. К плите. Сковородку разогреваем на огне чуть ниже среднего. Добавляем сливочное масло. Даем ему там хорошенько растаять. У нас осталось немного сахара. Ровным слоем сахар высыпаем поверх масла. На вот это вот все разогретое выкладываем кусочки пропитанного
яично-молочно-ванильной смесью панеттоне. Если готовите сразу много, не лепите все в сковородке. Вот для моей сковороды идеальным является количество в 3 кусочка, поэтому 4-й я буду потом уже. Петру Васильевич. Не Петр Васильевич, да. 4-й будет дожаривать уже Петр Васильевич. Чуть-чуть можно прибавить огонь. И теперь очень важно следить, чтобы это все поджарилось, карамелизовалось, но ни в коем случае не сгорело. Поэтому огонь должен быть все-таки небольшим, между слабым и средним. Следите. И когда кусочки карамелизуются с одной стороны, аккуратно переворачиваем. Оп. Красавчики. Образовалась такая сахарная корочка, румяная. Она прям чувствуется, такая карамельная. И теперь остается только подпечь, поджарить, подрумянить кусочки с другой стороны. Пахнет просто сумасшедше вкусно. Просто вообще нереально, да? Угу. Видите, он тоже с другой стороны поджарился. Это значит, все готово. И вот эти вот аппетитные, поджаренные, с хрустящей сахарной корочкой сверху кусочки аккуратно Передаем дегустационному бюро. пока на тарелку. Выкладываем на тарелку. С ушами получился кусочек. Подавать это все нужно свежим, теплым. Дополнительно можно украсить свежими ягодами и слегка, вот прям совсем чуть-чуть припудриваем сахарной пудрой. Хотите 2 кусочка, хотите 1 кусочек. Но красота же Да. пахнет просто невероятно. Приятного аппетита. Вилка есть, десерта нет. Непорядок? Пожалуйста, исправляемся. Пахнет прям сдобно, приятно и вкусно. Я уверен, что очень вкусно. Хрустящая. Такая карамельная корочка. Как вкусно. Это с ума сойти. Вот сам панеттоне вкусный, нежный. И ну вот с этой корочкой, она прям реально масло с сахаром творят чудеса. Казалось бы, уже чудесно панеттоне, а тут еще чудеснее. Идеально. Мне кажется, что просто всем срочно надо. Скажи же. Это очень вкусно. Внутри такая нежная мякоть. Ванильно-молочно-сливочная, такая сливочная мякоть. Это прекрасно. Да, это не диетический десерт совсем. Да, растяжопно, но как же это вкусно. И как же это всем надо. Обязательно. Нельзя отказывать себе в таком удовольствии. Это просто преступление. Я не могу остановиться прям. А надо бы. Хотя бы, чтобы видео закончить. Очень вкусно. Список всех ингредиентов вы, как всегда, найдете в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Под видео, пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Это важно для развития канала, для продвижения видео. Всем ведь надо, чтобы было вкусно. И пишите комментарии. Впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. Ну и подписывайтесь на канал, если этого до сих пор не сделали. Приходите к нам, привозите друзей, близких. Мы всем здесь рады. У нас вкусно. У нас вкусно, да. Быстро. Иногда полезно. Ну, для настроения точно полезно. Всем этого самого отличного настроения, всего самого вкусного. До новой скорой встречи. Пока-пока. Пока. Удаляюсь. J'ai perdu ma tête dans la rue Saint-Honoré. Дальше слов не помню.